Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 23 апреля, вторник. И сегодня, вы, наверное, в курсе дела, Сенат должен проголосовать по пакету помощи Украине, который 20 числа приняла Палата представителей. Для того, чтобы ускорить процесс, Сенат решил не делать никаких поправок, ничего не менять, а просто вот взять тот пакет. Хотя в основу пакета Палаты представителей лежал предыдущий вариант этого закона, принятый в Сенате. Тем не менее, Сенат решил вот взять просто пакет Палаты представителей и его утвердить. Ну, я не могу представить, чтобы этого не случилось, поэтому так твердо на 99% уверен, что это произойдет. Ну и затем это подписывает Байден. Есть надежда, что он сделает это прямо сегодня, максимум завтра. Ну и вопрос, когда это все начнет поступать. То есть даже самые осведомленные лица, в частности генерал Ходжес, 3 дня назад он давал интервью Аль-Джазира, предполагал, что это все начнет появляться в Украине где-то через недельку, только начнет. А вообще так полным потоком хлынет через где-то 3-4 недели. Я вам говорил, что это оружие, этим оружием уже забиты склады на 5 военных базах Соединенных Штатов Америки в Европе. И вот сегодня CNN подтвердила то, что мы с вами знали раньше. Это действительно так. То есть, как мне говорят те люди, которые причастны к поставке оружия туда, вот на эти базы в Европе, американские, если Байден подпишет это даже сегодня или завтра, то уже в конце этой недели первый поток или ручей этого оружия пойдет в Украину в конце этой недели. Ну а дальше многое зависит от способности Министерства обороны Украины справиться с логистикой, где очень часто были нарекания в его адрес. Получилось, что быстрее американцы доставляют оружие на свои склады в Европе, а потом до границ Украины, нежели потом Министерство обороны от границ Украины доставляет это на поле боя или линию соприкосновения. Как случилось вообще? То есть месяц назад, по большому счету, или 1,5 месяца назад была ситуация, когда закрома или склады Пентагона в Европе были пусты. Все было передано Украине из того, на что была выделена помощь Конгресса, а помощь задерживалась, поэтому, иссякал этот ручеек. И когда-то на каком-то этапе, где-то месяца 1,5-2 назад, он практически остановился. То есть вот эта массированная поставка, которая позволила забить военные склады в Европе до такого масштаба, что, как мне сказали, сегодня скоро ворота на эти базы нельзя будет закрывать. Пространства не будет для этого. Так вот, вот эти массированные поставки, которые начались за месяц минимум, а то и за 1,5, до того, как Палата представителей приняла законопроект помощи Украине, свидетельствуют о том, что люди, которые были вовлечены в это, они твердо верили, что закон будет утвержден, принят Конгрессом. То есть они знали какие-то там подводные течения, переговоры, которые велись, кто ведет эти переговоры. В общем, эти ребята провели просто колоссальную работу. И слава бойцам невидимого вооруженного фронта, который поставляет оружие в Украине. Они сумели сделать невероятное. То есть в мире громадный рынок оружия, в который вовлечено огромное количество игроков, главное производителей. Так вот, они умудрились. Там же и Раша тоже боролась за этот рынок. Но смогла у Северной Кореи ширпотреб какой-то оторвать, который сейчас, правда, уже подходит к концу. Иран остался, а все остальное, там колоссальное количество оружия, производителей, которые делают первоклассные снаряды, боеприпасы, различные виды вооружения. Все это, вот, по большому счету, поставлено в значительную степень под контроль друзьями Украины и должно быть использовано на благо Украине. То есть
весь ход событий в последние месяцы свидетельствует о том, что в политикуме не только США, вообще всего западного, а я бы сказал даже всего цивилизованного мира, потому что сюда входит и Япония, сюда же входит и Южная Корея, и целый ряд других стран, которые редко называют в ассоциации с войной, которая идет на Украине. Так вот, значит, решение о том, что Раша должна потерпеть поражение от Украины в текущей войне, по большому счету принято. То есть речь идет о стратегическом поражении России. Примирение с ней невозможно до тех пор, пока Путин, а потом, по большому счету, и его наследники, ближайшие, которые наверняка именно они заменят Путина, если он сыграет в ящик. Так вот, считается, что с ними принципиально ни о чем договариваться смысла нет. С этой Рашей, с Мордором, вернее, в ее нынешнем виде, должно быть покончено. Ну и свидетельством этому является первые новости о том, чем будет насыщен, наполнен тот пакет помощи, за который проголосовали в Палате, а сегодня должны проголосовать в Сенате. И первые новости весьма обнадеживают. Так, в американском пакете помощи, вот первом, который сейчас, но он официально пойдет, вот только будет поставлена помощь Байдену, то есть подпись Байдену. Так вот, там будет не менее 1000 дальнобойных, именно самых дальнобойных ракет «Атакамс», которые до сих пор, ну, было там одна партия или две партии, не более 20 штук, они уже были на территории Украины, но теперь не менее 1000 штук. Дальность не менее 300 километров. Ну и плюс сегодня же Великобритания устами премьер-министра Сунака объявила о своем самом крупном пакете помощи объемом примерно $620 миллионов, который включает в себя 1600 ракет. Это в основном ракеты Storm Shadow. Затем вот те ракеты, о которых я вам уже говорил. Их много сотен уже находятся на территории Украины, а вообще, когда я в первый раз о них рассказывал, я им говорил, что это нашли вот эти все бойцы невидимого фронта. Так вот, значит, для того, чтобы их закупить, всю партию, а речь шла о 4000 таких ракет, нужно было 2 миллиарда. Так вот, они нашли и ракеты, и эти 2 миллиарда. То есть это должно быть в дополнение к вот этим 1600 ракетам, о которых сегодня объявил Сунак. То есть радиус действия вот только этого вида оружия, которое принято уже решение поставлять в Украину, а некоторые из них уже там, их тактико-технические данные свидетельствуют о том, что это стратегически, оперативное и стратегическое оружие. Это даже не оружие обороны. То есть, как говорил генерал Ходжес в Аль-Джазире, когда он упомянул вот эти ракеты «Атакамс», и впервые он назвал, что их должно быть не менее 1000. При этом он сослался на сенатора Уорнера, который от штата Вирджиния и который возглавляет Сенатский комитет по делам разведки. Так вот, значит, вот это количество, тактико-технические данные должны привести к тому, что Крым станет, как генерал сказал, есть у них такой термин «attainable», то есть это территорию, которую нельзя удержать под своим контролем. Вот так же было с Херсоном, когда его окружили ВСУ, применили соответствующую тактику, соответствующее оружие, и для Раши стало невозможно удержать Херсон, и они ушли оттуда. Вот нечто подобное, судя по номенклатуре тех видов вооружения, которые планируется поставлять в ближайшее время Украину, свидетельствует о том, что это вот Крым, наверное, и станет
основным объектом или начальным объектом крупной наступательной операции вооруженных сил Украины. При этом, подчеркиваю, никаких ограничений на применение этих ракет нет ни со стороны Соединенных Штатов Америки, ни со стороны Великобритании. На полную катушку летят Storm Shadow на 560 километров. Можно бить на такое расстояние. И те ракеты, о которых я вам говорил, которых около 4000 закуплено, летят они на расстоянии не менее 400 километров. Украина имеет право использовать их на полную катушку. Вдобавку, для того, чтобы полностью показать серьезность своего принятого стратегического решения о нанесении стратегического поражения России, вы, наверное, слышали, ведутся интенсивные переговоры, которые перешли уже в практическое русло обсуждения конкретных деталей о размещении ядерного оружия в Польше. Если вы помните, когда принята была Финляндия в НАТО, мы здесь с вами обсуждали вопрос, что теперь настала пора размещать совсем поблизости к российским границам ядерные боеголовки. Ну вот они и обсуждаются сейчас. Правда, решили начать это не с Финляндии, с Польши, но тоже неплохо. И это, в общем-то, я бы назвал тактику Рейгана, которая, в конце концов, привела к развалу Советского Союза. То есть на каждый агрессивный шаг Москвы, Кремля, Соединенные Штаты и НАТО тут же отвечали контрударом или ответным ходом. Разместили тогда Russians, вернее, тогда это были Soviets, как их называли, ракеты СС-20 в западных районах Советского Союза. Тут же последовали Першинг-2 и крылатые ракеты. Объявил Кремль и картофельный фюрер Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия России на территории Беларуси. Вот ответный ход Польша. Причем должен предупредить, значит, ну так, мягко говоря, ни в Вашингтоне, ни в столицах европейских стран НАТО нет убежденности, что Russians действительно поставили ядерные боеголовки в Беларусь. По разным причинам. Главная причина, есть большие сомнения, что есть боеспособные боеголовки такого типа. Но тем не менее, то есть пришло время наказывать за болтовню, просто за угрозы применения ядерного оружия, которое с начала российской агрессии против Украины раздавались из Кремля. То есть это бряцание, как я их называл, ядерными причиндалами. Вот чтобы неповадно было болтать языком. Вы сказали, что разместили ядерное оружие в Беларуси. Неважно, разместили, нет. Мы разместим настоящие ядерные боеголовки, в частности, в Польше. Кстати, Польша не единственная. Там еще одна страна на подходе. Может быть, сразу две. В двух этих странах они и будут размещены. Пока речь идет о боеголовках Б-1-12. То есть это боеголовка воздушного базирования. И для эффективного ее применения желательно, чтобы она, значит, запускалась с самолетов F-35. Но одновременно генералы в Польше заговорили о том, что надо теперь закрывать небо над восточными границами Польши, что означает над западными, значит, территориями Украины. Объявить их закрытыми зонами и сбивать там российские ракеты. То есть вот так вот все это развернулось в течение последних буквально 10 дней-2 недель. Что теперь? Значит,
Вот вкратце генерал Ходжес и ряд других аналитиков, американских, в том числе натовских, поставили следующие задачи на несколько следующих месяцев для Украины. Первое. Надо ввести максимально того оружия, которое сейчас будет поставлено в первых этих в пакетах помощи США, Великобритании, других стран НАТО. Для того, чтобы, ну, во-первых, насытить ВСУ боеприпасами, во-вторых, закрыть воздушное пространство в максимально возможной степени Украины, потому что прежде чем обстреливать вот этим количеством ракет, то есть это же смерч просто должен на головы агрессора пасть. Но для того, чтобы использовать его, нужно сначала предпринять меры для того, чтобы закрыть небо над Украиной от ответного удара Мордора. А этот удар, он будет злобным. Кабы эти все, 1,5 тонны, 3 тонны и так далее, нужно это все нейтрализовать. А для этого нужно не только для удержания линии фронта поставить максимальное количество артиллерийских снарядов, но и максимальное количество систем Patriot и других систем противовоздушной обороны. Это первое, что нужно решить. Затем болезненный вопрос. То есть с оружием вроде решается вопрос, и он будет решен. Но считается, что у Украины критически важная проблема, которая пока не решена, это мобилизация. Проведение дополнительной мобилизации. Вот эти 300 тысяч призывников, они должны быть призваны. И нужно какое-то время для их качественного обучения. Здесь обратили внимание на тот закон, который в конце концов приняла Рада, на те стимулы, которые предлагаются, материальные стимулы для призываемых в вооруженные силы Украины. Но и есть надежда, что вот эти меры помогут пополнить количество, живую силу вооруженной силы Украины до 1 200 000. То есть для них будет достаточно то количество оружия, которое сейчас планируется поставить. Раша, она напугана, как я бы сказал в предыдущем видео. Она не ожидала такого разворота. Они считали, что Трамп выполнит поставленное задание до конца и сорвет все-таки попытки провести через Конгресс помощь Украине. Трамп не справился. Вот, кстати, мне пишут один из зрителей, что смотрел прореспубликанские телевизионные каналы Соединенных Штатов Америки, где говорилось в унисон по всем каналам, что эта помощь Украине была принята благодаря Трампу, который одобрил. Так вот, в интервью Аль-Джазире Ходжес однозначно сказал, Трамп не одобрил этой помощи. А почему она прошла, но свидетельством тому является позиция его ближайшей собачки в Палате представителей, этой Марджори Тейлор Грин, которая настолько обезумела от шока, что законопроект был принят, что в одном из первых интервью она буквально ругалась нецензурно, разразилась нецензурной бранью. А почему Джонсон это выставил? Потому что, как сказал Ходжес, у них там развал, у них бардак в ближайшем окружении Трампа. Кстати, о Трампе. Вот дальнейшее развитие событий делает возможным интереснейший вариант, когда в ноябре ни Трамп, ни Байден не будут кандидатами в президенты Соединенных Штатов Америки. Ну, во-первых, у Трампа дела идут очень плохо. Очень плохо. И лучше они не станут. Они могут стать только хуже. И это отражается на нем, явно на нем. Он отказывается уже выступать, то есть выходить уже на запланированное мероприятие, встречи с аудиторией. Ну и вообще как-то так он очень сдал. Вот он называл
Байдена спящим или Sleepy Joe. А вот теперь Трампа называют farting Донни. Ну, по-английски звучит farting Донни. Что такое farting? Но это нужно объяснить все-таки, ну, для того, чтобы разрядить обстановку напряженную. Посмеетесь немножко. Ну, и это серьезно. Сразу несколько изданий публикуют информацию о том, что в комнате судебных заседаний, где сейчас рассматриваются уголовные дела Трампа, можно топор вешать. В воздухе можно вешать топор от ужасного смрада, который там стоит. И были определены, то есть разные люди однозначно определили, что этот смрад исходит от оранжевого Донни. Что-то у него происходит с желудочно-кишечным трактом, в результате которого происходит испускание газов. А вот фарт по-русски это значит везение там и так далее. Вот по-английски это не везение, это как раз процесс исхождения вот этих самых газов из организма человека. И это происходит регулярно, на протяжении нескольких дней, поэтому родился новый мем. Sleepy Joe – это уже не смешно, а вот farting Донни – это гораздо более актуально. Так вот, вариант снимут Трампа или заставят его, или самому уйти, или снимут его с пробега, и кто-то будет другой от республиканской партии, и тогда и Байден откажется выставлять свою кандидатуру. Потому что, так по большому счету, Байден, он понимает возраст, там, трудности, напряженное выполнение обязанностей президента. И он там только из-за сына. Потому что он понимает, что если Трамп станет президентом, он сделает все возможное для того, чтобы засадить сына. У Байдена очень, я бы сказал, трагическая личная жизнь, так она сложилась. Старший сын погиб, жена погибла, вот остался этот младший сын, оказался очень неблагополучный человек там и так далее. Ну, в силу возраста, наверное, Байден сентиментальный человек. То есть он считал необходимым выставить кандидатуру и победить для того, чтобы сына его без юридических оснований не загнали за решетку. А юридических оснований для него очень мало, потому что основной человек, который давал показания, вернее, предоставлял информацию о коррупции сына отца Байдена в Украине, он оказался агентом российских спецслужб и доводил до ФБР информацию от российских спецслужб по этому поводу. Сейчас он обвинен в совершении предоставлении фальшивой информации или фейковой. Сейчас он предстанет за это перед судом где-то в конце этого месяца. Так вот, значит, если Трамп снимает свою кандидатуру, тогда Байдену нет смысла идти на второй срок, и он может уступить место кому-то другому. Я предполагаю, что со стороны республиканцев в том случае не зря она билась до последнего. Так вот, выйдет в финал Ники Хейли. Я вам скажу, я не знаю, кто может вместо Байдена быть, но за Ники Хейли я бы проголосовал с радостью, потому что это как раз тот человек, который нужен. Почему он нужен, я вам расскажу дальше. Так вот на фоне вот этих всех событий Раша, она не только напугана, но она потеряна. Единственное, чем ей остается отвечать, это усилением блефа. И я вам рассказывал, у них целая теория есть, как эскалировать этот блеф, так, шаг за шагом, шаг за шагом. Вот они болтали по поводу чудо-оружия, по поводу ядерной войны. А следующий этап, ну сколько же можно болтать-то просто, тем более, что союзники же видят,
что вместо настоящих боеголовок там поставляются фанерные. Теперь, значит, надо переходить на второй этап блефа. Таким вторым этапом, как там считают в Мордоре, может быть испытание ядерного оружия. Но с испытанием тоже проблемы, потому что, ну, опять-таки, найти хорошую, мощную боеголовку, которая бы так, как надо, взорвалась, видимо, что-то у них есть проблемы. Поэтому они химичат создать какое-то чудо-юдо, типа глюкала ядерное, и провести его взрыв. Где-то года 2 назад они пытались это сделать в районе Кольского полуострова. Что-то у них пошло не так, взорвалось что-то, люди получили страшные ожоги, многие погибли, радиация была повышенная. А вот на днях нечто странное произошло под Воронежем. Там находится военный объект, называется он Воронеж, по-моему, 54 или 45, но это не суть важно. Это вот один из тех хранилищ ядерных боеприпасов, мимо которого проходил со своим воинством Пригожин, когда он шел на Москву. И помните, там был страшный испуг в Кремле, что он сейчас может сделать марш-бросок там то ли в сторону налево или направо и захватить этот объект вместе с боеголовками, которые, как предполагались, там могут быть. Так вот, там что-то взорвалось. Там произошла какая-то серьезная трагедия, в результате которой со всей округи туда ринулись скорые помощи для оказания этой самой помощи. В общем, то ли взрыв, то ли какая-то утечка. Короче говоря, там произошла очередная, это уже не 10 египетских казней, это, наверное, была 11-я казнь, которая была за последнее время послана на Мордор. Видимо, там готовили вот этот очередной блеф с испытанием ядерного оружия. Итак, на ближайшие несколько месяцев генерал Ходжес сформулировал следующую задачу. Командование ВСУ в ближайшие несколько месяцев стабилизировать ситуацию настолько, насколько возможно, чтобы выиграть время для того, чтобы произвести мобилизацию, увеличить численность армии, восстановить оборонную промышленность Украины, а также дать время западным союзникам поставить как можно больше из того оружия, которое планируется. По его мнению, 24-й год, он его назвал годом промышленной конкуренции. Я бы сказал так, то есть это конкуренция между Рашей, с одной стороны, и Украиной с союзниками, показать, кто больше способен поставить оружие и боеприпасов для решения последующих задач. Это конкуренция двух систем. Вот как во Вторую мировую войну. Да? Победил кто-то, у кого промышленная база была сильнее. Вот эта задача на 24-й год. Так что главная задача вооруженных сил на эти несколько месяцев, то есть 24-й год, выиграть время. А потом с 25-го года, так он считает, и так считают целый ряд других аналитиков американских и натовских, за которыми я слежу. Ну и в это время, как я вам сказал, будет укреплено ПВО и противоракетная оборона. А затем мы переходим к стратегической задаче. На этом, дорогие друзья, позвольте закончить эту часть моего видео сегодняшнего. Надолго не прощаюсь. В следующем видео я вам расскажу о стратегических задачах, которые сейчас стоят перед западными союзниками Украины и Украиной. То есть, по большому счету, какой стратегический план, какая наша цель и чего мы должны достигнуть. До скорой встречи, дорогие друзья.